Всем привет! Сегодня с вами доктор Демченко, спортивный врач, и мы снова поговорим с вами про коленный сустав и боль в нем. Причем мы поговорим не про все виды боли в коленном суставе, а только те, в которых вам больно либо сгибать, либо разгибать колено. Ну или приседать и вставать из приседа. Дело в том, что иногда такие боли связаны с тем, что кости в колене стоят немножечко неправильно. Если взять коленочку, то сочленение между бедренной и большеберцовой костью может быть либо чуть-чуть вправо, либо чуть-чуть влево, либо чуть-чуть с небольшим поворотом. На самом деле это очень небольшие повороты, но они могут уже давать очень неприятное ощущение в колене. Причем, что характерно, которые не проходят ни от приема обезболивающих, ни от физиотерапии, и могут очень-очень-очень долго мучить человека, пока он случайно как-то очень удачно не стряхнет колено, и вдруг все пройдет. Знаете, есть такие истории: болело, упал второй раз, и все перестало болеть. Обычно для того, чтобы проверить, связана ли эта история со сдвижением костей, и сразу же можно подлечиться, можно самостоятельно попробовать немного совместить кости в более правильную позицию. Для этого мы ставим колено в небольшое сгибание и сначала проверяем свое сгибание-разгибание. Очень важно поймать боль на каком-то моменте движения. После того, как поймали боль на этом моменте, мы устанавливаем наши руки ребром ладони выше и ниже коленного сустава на бедренную кость и большеберцовую кость. Вот таким образом. Вот таким образом. Вот таким образом. И теперь очень важно оказать сдавливающее действие строго перпендикулярно костям. После того, как мы нажали, примерно 3-4 килограмма силой, вы повторяете это движение. Если мы попали и совместили кости правильно, то боль должна тут же исчезнуть. Если боль исчезла, то повторите эти движения 10 раз, 3 подхода. Иногда требуется сделать это еще раз через день, и боль полностью уйдет. Если ничего не вышло, то попробуйте поменять руки. Одна рука будет теперь снаружи ниже колена, одна снаружи выше колена. Снова надавили и снова попробовали. Такая позиция тоже может помочь. Если мы снова не добились никакого позитивного или негативного эффекта, то вы можете попробовать с ротацией. Для этого ставим носок немножко внутрь, а бедро разворачиваем так, чтобы коленочко смотрело ровно. У нас получилась небольшая ротация внутрь. После этого мы снова совершаем движение ровно, то есть не к носку, а ровно. Это движение тоже может убрать боль в колене, если бы проблема была связана с неправильной ротацией костей. Также вы можете попробовать обратное движение, поставить стопу на 15-20 градусов наружу, бедро ровно. Если сложно удерживать бедро ровно, то можете помочь себе руками и поделать немножко вперед. Если это убирает боль, тогда повторяйте эти действия. Я сейчас еще раз покажу установку рук на нашем скелете, для того, чтобы вам было понятнее, куда мы ставим руки. И еще раз. Первая позиция. Установка рук. Мы стараемся сдвинуть кости в бок. Вторая позиция. Противоположная установка рук. Третья позиция. Стопа внутрь, бедренная кость ровно. И четвертая позиция, которая, возможно, может помочь. Стопа наружу, бедро можно придерживать, делать прямые движения. Это безопасная процедура, хуже вы точно не сделаете. Но процентов 30 случаев это может очень хорошо снять боль и помочь вам с коленным суставом. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо большое за посещение нашего канала. Ставьте лайки, ждите новые передачи. Всем пока!